Приветствую любителей турбореактивной тяги. Сегодня у нас будут весьма интересные турбореактивные посиделки. Хочу познакомить вас с некоторыми турбореактивными проектами, которые вы еще пока что не видели на моем канале. Все дело в том, что хочу я очень многого, веду сразу большое количество проектов, но не все, друзья мои, я успеваю, потому что я один. А проектов много. Но тем не менее хочется поделиться с вами своим безумием, показать вам и рассказать, что здесь и как происходит вообще. Как дела с турбореактивной тягой. По-любому видос этот будет мега интересный и скорее всего очень даже мега полезный. Опять же, для любителей турбореактивной тяги, исключительно для вас. Друзья, это видео только для вас. И я надеюсь, большой отклик будет, и вы покажете, что турбореактивная тяга вам все еще нравится, поставите лайки и поддержите просмотрами. То есть именно по просмотрам я ориентируюсь, нравится данная тема или уже не очень. И, соответственно, вот это вот все очень сильно влияет на мотивацию заниматься турбореактивной тягой, ну, либо другими проектами. Я точно знаю, что гоночная машинка вам нравится. Ну, вот тянется душа к турбореактивному велосипеду. Как оказалось, то, что я хочу сделать, имеет определенное название. То есть это, оказывается, не моя собственная разработка, а такое даже существует. То есть я хочу свой велосипед сделать на парциальной турбине. То есть уже, друзья, пошла образовательная часть. И я образовался, и хочется вам показать и рассказать, что это такое. То есть парциальная турбина, она не использует полностью все колесо, а использует лишь часть. То есть воздействует на какой-то определенный участок. То есть сопловой аппарат находится, все как положено, и он воздействует, раскручивает турбину. Я вам не зря об этом рассказываю, потому что у меня давно в голове засела мысль сделать определенный турбореактивный двигатель, двухконтурный. Все вы так хотите двухконтурник, но не на этой, естественно, большой гигантской крыльчатке, а на крыльчаточке поменьше. У меня есть два более подходящих варианта. Это вот одна турбинка с GTD 350, смотрите, какая она классная, она не такая уж и тяжелая, ее еще можно подоблегчить. И есть второй вариант с турбостартера. Он, если честно, еще легче и еще, наверное, более привлекательный, потому что здесь имеется уже вал, очень точный, очень калиброванный. И представляете, я просто нереально долго обдумывал, как же это сделать, но вот осознание пришло только недавно. И плюс я узнал еще, как это называется. То есть я хочу делать на парциальной турбине. Не только реактивный велосипед, но и двухконтурник. Я уже давным-давно, если честно, друзья, распечатал две вентиляторных лопатки. Смотрите, какую они крутку имеют. Это левосторонняя и правосторонняя лопатка. То есть моя задумка была, это где-то, кстати, года 2 назад я их распечатал. Моя задумка была такова, что я сделаю с них матрицы и буду делать карбоновые лопатки. То есть по-взрослому. Легкие и очень мощные. Сейчас я склоняюсь немножко к другой конфигурации. То есть теперь у меня появился 3D принтер, и я сам их могу печатать. Эти я заказывал, делали на заказ по моим чертежам. Чертежи, кстати, с настоящего двигателя были взяты. Я покупал добросовестно, покупал чертежи и тут немножечко переделывал. Добавлял ласточкин хвост собственной конструкции. И нужно было делать много-много лопаток. Я даже как-то 3D модель выкладывал в инстаграме. То есть как давно тянутся мои проекты и вообще где корни моих проектов. Многие из вас даже не представляют. То есть то, что вы думаете, у меня много недоделанных проектов, вы даже себе не представляете, сколько их. То видите, две лопатки в разные стороны. То есть горячую часть я хотел брать уже готовую, а здесь мало ли в какую сторону будут направлены лопатки. Например, у этой турбины в одну, у этой турбины в другую. И, соответственно, если я определюсь с тем или иным вариантом, можно было бы сделать либо такой вариант, чтобы дуло и давало адскую тягу. Весь основной концепт здесь завязан на том, что я хочу использовать уже готовую, хорошо работающую микротурбину, которых у меня несколько штук. В идеале было бы классно использовать Hammer. Он по-прежнему у меня. Кстати, давненько я его не запускал, потому что он уже на родных мозгах не запускается. Все. Ему кирдык в этом плане, надо либо что-то ваять свое. Есть вариант купить универсальные мозги, подключить к нему и использовать. Потому что, ребята, это очень мощный двигатель. У меня такого мощного больше нет.
Ну, есть, конечно, которые в 10 раз тяжелее весят, либо в 100 раз. Но это, сами понимаете, немножечко не тот вариант. Хотелось бы сделать именно элегантную конструкцию. Делаем парциальную турбину. То есть, опять же, турбина будет воздействовать не на всю, не на весь круг лопаточный, а на его часть. Чтобы не было сильного торможения остальными лопатками, их надо прикрывать, чтобы они как бы внутри там месили воздух, но не прокачивали его через себя. Тогда сопротивление будет меньше и не такое уж большое. Да, КПД, возможно, моей вот этой системы, моей задумки будет не очень, но зато ее просто реализовать. Нужно сделать корпус и нужно сделать мега классный самодельный вентилятор. Естественно, хорошенечко все подрасчитать, и тогда турбина будет и работать, давать дополнительную тягу, и будет все само по себе запускаться, будет не особо много весить. А вот эта штучка пару килограмм весит. Все остальное можно уложить еще в пару килограмм. Если тяга будет в 2 раза больше, то это уже круто, это уже классно. Если, допустим, движок будет килограмм 40 тяги давать, вы только представьте. Но это дело я уже очень-очень давно обдумываю. Движка у меня мощного, хорошо работающего нет. Хаммер плохо работает, можно сказать, вообще не работает. А использовать 8-килограммовые движки, ну, как-то мало тяги, мало мощи будет. Ну, допустим, получу я 15 килограмм и 4-5 килограмм дополнительного веса. Это будет ерунда, это будет ни о чем. Поэтому пока что думаю, что с этим делать. Можно уже даже начинать делать вентилятор, так сказать, в свободное от других проектов время. Не знаю когда, ну когда-нибудь. Вообще у меня еще была мысля на базе вот таких лопаток сделать. У меня есть отдельные лопатки, но там ласточкин хвост идет как-то по кругу. И мне кажется, что мне очень сложно будет сделать вот эту внутреннюю часть, чтобы ласточкин хвост, он как бы вот так полукругом шел. Даже не представляю, как это возможно сделать. Ну, либо надо опять же переделывать эти лопатки. А их, если переделываешь, они вот так за края потом выступают. И опять же непонятно, что с этим делать. Кстати, эти, они должны устанавливаться как-то вот так. Вот такое их положение. То есть, видите, здесь почти плашмя, и они такие широкие, а здесь под углом в конце получается. Но это реальные лопатки, друзья, реальные от крутого двигателя нашего отечественного. То ли от МиГ-21, то ли от Су-27. Вот я точно не помню. Что-то вот такое, мега злое, мега крутое. То есть представьте, ребята, какие шизанутые идеи приходится выдумывать, чтобы постараться как-то вот еще разочек, хотя бы еще разочек вас удивить. Знаете, как это непросто? Удивить аудиторию. Вы даже себе не представляете. Это просто практически уже нереально. Есть еще один проект-эксперимент, который бы мне хотелось бы исполнить и вам показать. Я все-таки искренне считаю, раз уж мы собрались все на этом канале, значит то, что интересно мне, то же самое, по идее, должно быть интересно и вам. А тех, кому чего это там не интересно, ну это просто заблудшие души, они не туда попали. Ну, мое мнение таково. Значит, смотрите, какая еще есть интересная вещь и задумка. Это турбина от турбостартера ТС-21. У меня есть сопловой аппарат. То есть у меня есть 2 целых турбины, а это просто комплектующие еще, дополнительные. Так вот, образовалось от подписчиков подарки. И образовались лишние, так сказать, в кавычках детали, но очень полезные. Турбина, сопловой аппарат и воздушная крыльчатка. Вот в воздушной крыльчатке и заключается вся интересность. Все мы знаем, что турбины имеют просто какую-то нереальную температуру. На холостых они работают под 600 градусов, а под нагрузкой до 750. Но это такие одноступенчатые, центробежные. Про другие турбореактивные движки мы ничего не говорим, потому что там температуры вообще безумные бывают. Это не про нас, там вообще все по-другому. Значит, что я хочу, ребята? Я тут опытным путем выяснил, когда делал свои микротурбинки вот эти. Кстати, одна у меня до сих пор есть. И я ее хочу сделать. Здесь подшипники подвергнуты алмазной обработке, еще не притерты, но у них абсолютно нет никаких зазоров. Я думаю, под нагрузкой притрутся. Главное раскрутить ее. И тут, видите, балансировалось более-менее на предприятии. Ну, не знаю, что они там балансировали, возможно, что-то хорошее. Короче, отдалился я от темы. Суть такова, что я делал много вариантов. И сначала у меня вообще они не хотели крутиться, скажем честно. То есть они только грелись, а в работу они не вступали. Огромная температура была, до 1000 градусов вот здесь.
до желтого раскалялась, даже до белого. А когда бросаешь раскрутку, они останавливаются. То есть тенденция к остановке. Но я нашел методы, как сделать так, чтобы температура была менее 500 градусов. То есть некоторые турбины у меня работали на 480 градусах на холостых. А когда поддаешь, не сильно-то и росла температура, там до 600 росла. Вот, тяга не особо большая, тяга как бы меньше, КПД поменьше получается было всего этого дела, но температура была значительно меньше. Так вот, один из турбостартеров мне хочется модернизировать. Сделать так, чтобы он имел гораздо меньшие обороты на холостых, не такие безумные, там 25-30 тысяч, а, например, 1015. Уже более-менее тихенько бы это все дело работало бы. И температура, чтобы была тоже небольшая, допустим, градусов 350. Вот это будет просто шок-контент, просто мега-эксперимент, друзья. Мне кажется, у меня получится, потому что я примерно знаю, что надо делать. Надо модернизировать воздушную крыльчатку. Надо ее обточить определенным образом, определенным способом. Опять же, надо как-то это дело балансировать, получается. Вот. И по идее все должно работать. Ну, еще надо будет ответную часть, диффузор модернизировать. Потому что если я здесь обточу, надо будет еще и диффузор там подредактировать, новый выточить, короче. Ну, либо какую-то вставку сделать. Диаметры большие, алюминия надо будет много. Надо будет закупаться, много точить. Короче, ну, сам по себе проект не такой уж и сложный. Его можно быстренько осуществить. Опять же, никаких сроков я здесь не устанавливаю. У меня давно процесс этого всего дела как бы запущен. Вот, поэтому в охотку можно делать потихонечку, а вам потом будет интересно, получится или нет. Ох, далее. Я уже тут начал ковырять наш многострадальный GTD 350. Ну, в том видео он уже никогда не будет использоваться. Он будет использоваться в новом виде, в одном из вариантов. Здесь уже проточен вал, посажен подшипник. Вот, да, именно подшипник просажен здесь. Все как полагается. Не тот, что здесь был изначально, потому что он был гнилой, ржавый. И почему-то они какие-то мега редкие. Вот, турбинные подшипники. Просто мега редкие размеры. Не знаю, почему так. Но вот других у меня валяется целая куча. Я подобрал с серебряным сепаратором. Хочется все-таки, чтобы все было по фэншуй, естественно. И начал изготавливать корпус. Кстати, это дело я вам даже могу сейчас показать. Давненько такого крупняка не обрабатывал. Килограмм 20 весит болванка. Это китайский Sandvik. О, она не новая, кстати. Хотя взял вроде как с новой пачки. Но это я уже пользовался. Возьму новую грань. Посмотрите, как обрабатывать такой пластиной. Лоховатая сталь. Многовато взял. Станок тянет, мотор не тянет. Можно попробовать вот так. Так потянет. Надо не жадничать с глубиной, а оборотики повыше и вперед. Поверхность просто восхитительная получается. Потихонечку идет процесс. Отсекаю, так сказать, все лишнее. Сейчас попробуем, как отрезание будет. Ох, многоватые обороты. Ну так, вроде отрезает более-менее. Небольшая вибрация идет. Ох, напрягся станочек и отрубился. Все, не вытянул, друзья. Заклинило. Надеюсь, пластина... Да нет, пластина нормальная, не сломалась. Вот так одной рукой снимать видео и делать деталь. Все, ладно, сконцентрируюсь пока. Давно не обрабатывал таких мерзких металлов. По видео может быть непонятно, но обработка идет прям очень противно, друзья. Ну вот, видите, что происходит. Ну нет, это не сломалось, вторую не сломал. Короче, на малых оборотах процесс не идет. На больших оборотах вот что происходит. Заклинивает, закусывает и прочие неприятности. Ну, отточу сейчас потихонечку.
с разбивкой. Но металл, конечно, не хорош. Понасоветовали мне тут, а? Купил на металлобазе, блин. Такое я еще пока что не видел. Что за физические процессы там протекают, когда она образуется? Я не знаю, но круто выглядит. Можно в эпоксидку залить такое. Выгрызаю середину потихоньку. Использую и правый, и левый проходной резец для этих целей. Но вроде бы получается. Попробую посверлить. Может, быстрорезиком лучше будет идти процесс. Может, лучше дружить будет с ним. Ну так вроде бы неплохо, действительно. Так вот, завис немножко на ремонте. В мастерской на ремонте фрезерного станка. Здесь нужно приваривать корпус уже. Посадки выполнены, но надо разобраться со смазочкой. Для меня это боль. Что-то налаживать смазку мне не получается, друзья. Это довольно-таки сложная вещь. Требует, по всей видимости, каких-то экспериментов. Ну, либо надо по давлениям все раскидывать, где будет какое давление, как что, где течет, по законам Бернулли и прочим мегазаконам. Честно говоря, я это все соображаю, могу и посчитать, но лениво вы не представляете, насколько всем этим заниматься. Хочется каким-то творчеством заниматься, только творить. А, к сожалению, такие сложные вещи без расчетов, ну, они как бы не работают. Вещь довольно-таки тяжелая получается. Здесь у нас имеется сопловой аппарат. Здесь уже не парциальная турбина должна быть, а полноценная. Она здесь довольно-таки высокого давления, до 7 бар выдерживает. Ну, конечно, нужен и мега газогенератор на 1000 лошадей. Вот. Такое мне негде взять, да и это слишком мощно. Хочется опять же что-то более слабенькое сюда использовать. Как вариант сделать воздуходувку на базе либо двухступенчатого сапфира, либо АИ-9. Сапфир весит в 2 раза меньше, АИ-9 тяжелее, но он уже сделанный, он работает. Так что видите как, а сапфир надо еще доделывать, надо делать систему запуска. Запускать пока нечем, нет мотора. И я вот все-таки решил, можно сказать, даже уже определился, что все эти вещи буду делать на ремнях, не на шестернях, а на вот этой простейшей, банальной, просто ременной передаче. Закупил много ремней разных размеров, стоят копейки. Можно будет делать шкивы одного форм-фактора и везде все это дело комбинировать, пробовать, тестировать. Вы видели, я недавно сделал себе вот такой генератор. Ну, как сделал? Он, считай, что был готовый. Я здесь сделал только вал необходимой мне длины, диаметра. То есть, опять же, сюда мы садим шкив. И можно будет этот генератор запитывать всевозможными турбореактивными устройствами. Эта вещь планируется либо под турбогенератор, либо под воздушный генератор. Под воздушный проще, не надо со смазкой особо сильно заморачиваться. А вот под турбо как-то надо здесь все расположить, чтобы даже форсунка здесь была и била туда струей масла. И все это должно стекать и не сопливить со всех щелей. Ну, здесь уплотнение какое-никакое есть и подача через форсунку, опять же. Здесь это все есть на горячую часть. Здесь, можно сказать, будет холодная часть. И можно будет когда-нибудь попробовать стартануть это дело. Мне очень интересно, как оно будет работать. Идем дальше. Вот эта штука, это вообще лакомый кусочек. Это турбопривод. Здесь редуктор 1 к 14, планетарный. Есть уже система смазки. То есть это проще всего использовать в качестве привода для турбогенератора. То есть здесь до 50 лошадей. То есть получается киловатт 40 можно выжимать с нее. Ну опять же, если подавать турбостартером. Турбостартер не рассчитан на длительную работу. Хотя и моя бэха долго работала. То есть там по 10, по 15 минут. И ребята делали на самолеты, проектировали такие двигатели на базе турбостартера. У них они тоже на стенде долго отрабатывали. А вот на маленьких оборотах она как бы не должна долго работать, потому что система смазки хуже работает, получается.
Ну, то есть там ее родной командно-топливный агрегат, который запускает турбостартер, он рассчитан запускать на полную. И если мы движком вот этим начнем регулировать, уменьшать подачу топлива, то мы будем автоматически уменьшать подачу масла, потому что завязано все на один двигатель. Хотя, возможно, подачу топлива можно какой-то другой системой уменьшать, например, делать какую-то обратку и на обратке уменьшать. В принципе, можно модернизировать, чтобы можно было все управлять. И тогда этот турбостартер может долго работать. Да как, собственно, он у меня долго и работал. Никаких проблем не было. Но масла надо подавать много всегда. Эту же турбину можно использовать как парциальную, то есть сделать сюда опять же маленький турбореактивный двигатель модельный, там на 8, на 10 килограмм тяги. Но тогда нужно преобразовать сопловой аппарат. А сопловой аппарат для этой турбины это вот эта турбина. Опять же, видите, она может быть задействована и сюда. Ну, то есть лопатки от нее, не вся турбина, а несколько лопаток и уже хватит. Тут много не надо. Хотя здесь опять же щели небольшие. Может быть и целиком можно дуть в нее и будет все интенсивно раскручиваться. Допустим, на свои 20% она должна будет раскручиваться. Опять же, сильно, по идее, греться не должна. Здесь все продумано. Но вот в эти отверстия надо подавать воздух каким-то образом. Потому что корпус, он пустотелый и должен продуваться. Тогда все будет охлаждаться, все работать. То есть охлаждение здесь не только масляное, но и воздушное должно быть. А если маленькую турбинку использовать, то где брать воздух? Там как бы лишнего воздуха нет. И вообще вот эта штука настолько классная, что просто не знаешь даже, как ее правильно применить. Не хочется, так сказать, в ерунду какую-то пустить. Хочется пустить либо в дело, ну либо временно куда-то, чтобы не портить ее, не разбирать, не перебирать, не переваривать там ничего. Не знаю, прокатит за бонус или нет, но у меня есть вот такая штучка еще. Это самодельный, полностью самодельный агрегат. Имеется шестереночка, все плотненько крутится. Есть там, вон видно, керамические подшипники. Есть вот тут дырочка для подачи смазки. Все продумано, так сказать. Есть сопловой аппарат и есть внутри турбина, друзья. То есть это как бы мини-копия того, что я вам вот только что пару минут назад показывал. Сюда мы можем дуть, нагнетать, допустим, либо воздух, что более предпочтительно, тогда подшипничком проще, либо, естественно, горячий газ. Тогда в подшипнике надо вдувать там крупные порции воздуха с маслом, чтобы это все дело работало нормально. И раскручивать можно будет до 100 тысяч спокойно оборотиков. Эти подшипники держат. Они как-то вот у меня выходят из строя обычно более 170 тысяч оборотов. Примерно вот на таких высотах они уже не работают, мои самодельные. Хотя эти опять же плотненькие, с алмазной притиркой. Я на них возлагаю большие надежды. Здесь эта штуковина еще не доделана. Надо выходы газов более классно сделать и укрепить, потому что она еще немножко тут шатается и может подзакусывать турбинку, потому что турбинка там вот внутри, видите, она очень точно подогнана, очень точно и хорошо. Этим я опять же занимался в свободное, так сказать, от YouTube время, потому что я делал совсем по чуть-чуть. По капельке, ребята. И я делал это без всякой цели. Ну, то есть мне хотелось сделать такой агрегат. Понимаете? Здесь будет большая степень редукции. И можно опять же в итоге наредуцировать так, что со 100 тысяч оборотов обороты будут до 3000 там, или до 2 падать. И можно будет уже запитывать некий генератор. Только вот эта штука, она уже должна работать от турбины типа Колибри. Это такой портативный вариант турбореактивной зарядки для телефона. Скажем так, ну, по-любому где-нибудь на Эвересте кого-то можно этим удивить, я думаю. Даже очень сильно удивить. Плюс оно тепло в палатку может давать. Короче, такие дела, ребята. Это чисто я делал по фану, на чили, на расслабоне. Ну вот, ребята, такие вот проекты. Надеюсь, турбореактивная тема вам по-прежнему интересна, друзья. Если это так, неистово, просто неистово бейте в колокол. И самое главное, самое важное, подписывайтесь на мою страничку в Телеграме.
Там у нас очень живое общение, очень весело и приятно, друзья. Ссылочку на телегу я, естественно, оставлю в описании. Так что милости просим в Телеграм. Буду там освещать движение по неким таким вялотекущим, но дико интересным проектам. Да и вообще общение обо всем, ребята, обо всем.